My name is Eva. I come from Prague and I work for the Institute of Planning and Development in Prague in the Strategic Office of Strategic Planning. Besides that, before we skipped into the presentation, I would also like something about my background. I am a social scientist. I studied urban studies, master's in urban studies, which was sort of very interdisciplinary approach to the city, most of which was based in like urban social geography, urban sociology. It was a program, kind of crazy nomadic program in 4 different cities in Europe. It's called 4 Cities, and I'm just saying this just in case if any of you is interested in taking masters in Europe in some discipline like this, you can talk to me later. I will be really glad to give some information about that. Да, Эва рада приглашению и возможности говорить с нами сегодня. Она говорит, что она не знает, что именно я сказал, когда ее приветствовал, поэтому она приветствует себя сама. Она работает в Пражском институте градостроительства и городского развития в отделе стратегического планирования. По специальности она социолог, закончила магистерскую программу по городским исследованиям. Вот. И эта магистерская программа, это очень интересная программа, она такая по-своему ключевая, называется «4 города». То есть ты работаешь в 4 городах в течение всей программы, и говорит это для того, чтобы, если кто-то из вас заинтересован, чтобы взять такую магистерскую программу, то она готова к тому, чтобы с вами об этом поговорить после лекции. Okay, yeah. Ну и в принципе, нужен ли вам перевод, потому что скажите, все ли понимают английский? Кто не понимает английский? Ну, давайте. Кто понимает английский, поднимите руку. Кто понимает? На упасть картинку. То есть перевод не нужен? Есть железо, да. Ну хорошо, давайте тогда все, кто знает английский, закроют глаза, а все, кто не знает, поднимут руку. Ну, чтобы никто не стеснялся. То есть у нас... Кто знает английский, а кто там... Yeah, it's actually... Okay. Ну да, все понятно. Теперь вы знаете, кто у вас здесь учил немецкий. Alright, also before we start, can I ask how many of you are maybe not architects? А кто из вас не архитектор? Как-то дайте себе. Amazing. Great. Okay. Firstly, I would like to talk briefly about what I mean by post-socialist city, because I already heard that maybe the term post-socialist city doesn't fit well with Prague, because you've been to Prague, you saw the historic core, and like the idea of post-socialist city is a little bit different, like a very modernist and planned city. But what I mean here is more like the social, economic, or cultural aspect of post-socialism. I will come across these points later. And then I will describe how Prague developed during the last 25 years in order to situate the following presentation on strategic planning onto like a concrete place, so you are familiar with what I talked about, how Prague looks like, what is going through, and what we have to deal with at the Institute of Planning. Okay. Second, I will go through the process. Sorry, сначала Эва хочет поговорить о том, что напоминает постсоциалистическим городом, по той причине, что если вы были в Праге или просто представляете себе, как она выглядит, то вы, наверное, думаете об историческом центре, и для вас в таком случае выражение постсоциалистический город не очень с этим ассоциируется у вас, наверное, скорее всего, с таким современным, очень зарегулированным, спланированным, скажем так, городским ландшафтом, но она будет говорить не об этом, она будет говорить скорее о сумме чего-то, связанного с социоэкономической ситуацией в таком городе, и именно в этом контексте она будет говорить о Праге, о всей сумме вот этих вот характерных факторов, которые формируют собой понятие постсоциалистического города. Then I will describe the process of creating strategic plan in Prague, which took place from like 2013 to 2016, and also the implementation of the plan, which is what we do right now, and that is like turning the goals and visions of the plan into concrete projects. Ну и, собственно, это то, что я не говорил первый раз, Эва будет говорить о том, каким образом
Понятие постсоциалистического города связано с стратегическим планированием, каким образом это стратегическое планирование садится на эту идею постсоциалистического города. И она будет во вторую очередь говорить, собственно, о самом стратегическом плане Праги, каким образом он разрабатывался, каким образом он будет реализовываться. Yeah, and last but also throughout the presentation, I will try to answer the central question, and that is how strategic planning can actually help to improve the, in many cases, undesired or unhealthy developments, and how it can help the city on the path to sustainable development. Ну и, наконец, на протяжении своей лекции Ева постарается рассказать, каким образом стратегическое планирование способно нам помочь преодолеть какие-то нездоровые моменты в развитии городов, каким образом оно поможет нам стать на путь устойчивого развития города. So why post-socialist city? So after 1989, after the dissolution of socialist regime in Czechoslovakia, Prague started to develop rapidly and sort of uncontrollably in a phase which we now call the wild 90s, or phase of wild capitalism. It was defined by unregulated, liberalized market and to a large degree unrestricted urban development. Первый пункт — это постсоциалистический город. Почему постсоциалистический город? Потому что в 1989 году с распадом Чехословакии как бы в Чехии начался такой период неограниченного, очень дикого развития городов. Это был этап, который назывался дикими 90-ми. Он был характерен тем, что в то время был очень либерализирован, очень свободный рынок недвижимости, и города разрастались. Сейчас, если Прага разрасталась достаточно бесконтрольно. So, and the wild 90s were to a large degree as a reaction to, or in sharp contrast to the very central planning of the socialist era, where like the urban development, the housing stock, the transportation infrastructure, everything was in the hands of, under control of the state. Like all the mechanisms of regulations were in the hands of state. So what happened in 90s was sort of a protest against this central planning, and it was believed that the unregulated market will bring like the freedom and the equilibrium, and it will take care of everything by itself. Вот, ну и, собственно, вот эти дикие 90-е, они были противоречивы в большом контрасте по отношению к очень зарегулированному чехословацкому этапу развития Чехии. Собственно, в то время, соответственно, нужно понять, что жилой фонд, городское развитие, развитие инфраструктуры, развитие транспортной инфраструктуры все располагалось в руках государства, в то время как в эти самые дикие 90-е все это в большей степени попало в частные руки. И, собственно, это было именно не случайностью, а идеей. Суть заключалась в том, что не зарегулированный свободный рынок все эти вопросы решит, и, собственно, что это позволит ситуации и самой системе привести к некоторому равновесию, которое является целью. So some of the typical developments that emerged in the 90s are, for instance, like this uncontrolled urban sprawl, where a lot of individual family housing starting to develop on the outskirts of Prague, often on a green field, and very often without building of any infrastructure. And by infrastructure, I don't mean only roads or electricity, but also social infrastructure like schools, kindergartens, post offices, shops. So this suburbanization obviously enabled a massive rise of automobilism. So people like started to be really dependent on their cars, which like is very problematic because of these traffic jams, the environment, and it's generally very unsustainable. И, собственно, вот на кадре с правой стороны видите пример того характера городского развития, который можно было увидеть в течение этих самых 90-х. То есть это такое малоконтролируемое, очень стихийное развитие пригородов, то есть урбанизация. И нужно понимать, что вот такого рода пригороды, они были лишены в большой степени инфраструктуры, причем речь здесь не на какой-то базовой инфраструктуре, скажем, какой-то дороги или электричества, но речь в первую очередь именно о социальной инфраструктуре, то есть о школах, садах, о почтовых офисах, и всего этого в таких местах не было. Ну и кроме того, нужно понимать, что такая форма развития города, урбанизация, она, конечно, способствует росту автомобилизации, способствует тому, что люди перемещаются на автомобилях, что, конечно, плохо с точки зрения экологии, с точки зрения загрязнения и по многим другим причинам. И, конечно, такая форма развития города в первую очередь не очень устойчива.
So this unregulated free market also gave like freedom to developers of development projects, which who could do like whatever they wished without any public consultation, any public participation, and a huge amounts of spaces in the city turned into hotels, malls, or like very profitable functions. Like a lot of space in the city center becomes commodified. A lot of public spaces are disappearing, and this is something which is very typical for Prague, and it's a huge problem already on like European-wide scale, and that is the wild touristification of Prague. Basically, the whole historic center became like this Disneyland, which doesn't cater to the locals anymore. You have only tourist shops and tourist bars, and you don't come across a supermarket, and it obviously caused a huge outflux of the local inhabitants who lived in the city center, and now they can't afford it. There is also very little housing, so compared to 1990, there is only 20% of population that was there like 20 years ago. So it's really like this preservation almost for tourists. Ну, вот этот этап развития, который характеризуется неограниченным именно либеральным представлением о рынке недвижимости, он дал девелоперам, девелоперским проектам свободу реализации без какой-либо консультации или участия жителей, что привело к тому, что в особенности в центре города большинство функций были замещены максимально приносящими прибыль, то есть город заполнился большим пространством занятыми гостиницами, занятыми торговыми центрами, и все это делалось максимально ради достижения прибыли. То есть происходила в большой степени комодификация общественных пространств, что является большой проблемой. Еще одной проблемой, которая была характерна для той же эпохи, была туристификация города, то есть все, что в нем происходило, было направлено именно в интересах туриста. То есть, как выражается Эва, собственно, центр города превратился в такой сумасшедший Диснейленд, где все кафе, все, что было в городе, предназначено было только для гостей города, не для жителей, то есть, условно говоря, трудно найти их в центре города, условно говоря, после продуктового магазина. Это является большой проблемой, то есть город больше не заинтересован в том, что будет проявляться интересы местных жителей, которые к тому же вытесняются и при помощи цены, и это привело к тому, что в данный момент, по сравнению с 90-м годом, в городе живет, в центральной части города живет всего лишь 20% от его населения на 90-м году. So at this point, like around like 2010-ish, the tradition of city planning was almost disappeared, as like state interventions were widely considered more like unwanted and harmful. But around this year, roughly like 2010 plus, the new generation of like activists and civil society leaders, urbanists, architects, and environmental-oriented people started to recognize that the state is clearly unsustainable, and there is a critical need to change it. And we were lucky that at this stage in 2012 we had kind of an enlightened young mayor who founded this institution of planning and development, or more like reformed it, and it was tasked with agenda to create first master plan, which is like the land use plan for all metropolitan area. And this is also a very controversial topic for Prague. It goes on for years and years, and it has a lot of protests against it. And the second task was the strategic plan. But this is very brief. I will just finish this. But yeah, it's not easy, like in a post-socialist country where a lot of people are really strictly against or have aversions towards the idea of planning something. So we really have to face this specific mentality that is really strictly opposing and accepting towards the idea that like a city should be planned from some place. Вот. Ну и значит, ситуация была такова, что к началу, к 2010 примерно году, по сути, вся традиция и состояние, представления градостроителей были совершенно разрушены.
оно рассматривалось как нежелательное вмешательство со стороны государства, и поэтому считалось нежелательным. Однако в этот момент, скажем так, в городе появилось большое количество молодых активистов, урбанистов, просто городских деятелей, которые, скажем так, уже прожив этот опыт в 90-х, были недовольны тем, как образом развивается город, и пытались каким-то образом переломить ситуацию. И в этом плане Праге достаточно повезло, потому что в 2012 году к власти пришел новый мэр, который был молодым человеком, заполнил ситуацию достаточно прогрессивно. И, собственно, он создал, вернее, реформировал институт городского развития и планирования. И этот институт имел своей целью, в первую очередь, создание мастер-плана, то есть план землепользования на всю, скажем так, не просто на город, но и на весь метрополитенный регион, то есть на агломерацию Праги, что является очень-очень противоречивым моментом сам по себе, является предметом дискуссии на протяжении лет. Другим моментом, который, собственно, другой целью, которую преследовал планировочный суд, было, собственно, стратегическое планирование само по себе. И здесь еще нужно понимать, что в своей деятельности они вынуждены сталкиваться с менталитетом, который, собственно, университетом людей в Праге, потому что в том, что планирование, и, в принципе, сама идея того, что город должен быть запланирован, это идея плохая, и быть не должна. So what is actually the role of strategic planning? So first and foremost, it's like to formulate a widely shared vision of the future of a city, and by widely shared, I mean shared across the sectors of society. It should ideally build a consensus between public authorities, leadership, experts, private and public sector. Its first goal should be that it should guide the development of a city in a sustainable way, as opposed to the development as I was describing before. It should improve the quality of life of its city dwellers, but I think that this is, in my opinion, also like the focus of our strategic plan, that it goes very much inwards, but also other goals out to improve the city's position economically or internationally. And these aspects vary in different strategic plans in different cities. You always see that each strategic plan prioritize something different, but in my opinion, the quality of life of the actual inhabitants would be in the first place. Yes. Каковы же, собственно, цели стратегического планирования? В первую очередь, у нас для того, чтобы сформулировать широко разделяемое видение будущего города. И здесь уточняет под этим широко разделяемым видением, имеет в виду такое видение, которое распространяется на различные секторы общества, то есть речь о администрации города, о, собственно, самих горожанах и о частном секторе. И, собственно, это видение является инструментом построения консенсуса по поводу различных вопросов. Затем целью стратегического планирования является направление развития города в устойчивую сторону, в устойчивый способ, в отличие от того вида развития города, то есть такой неконтролируемой суборганизации, которую мы демонстрировали на первом своем слайде. И, наконец, есть еще другие специфические цели стратегического планирования, то есть в данном случае это улучшение качества жизни горожан, улучшение международного положения города, экономического, в аспекте экономики, в аспекте культуры. И кроме того, рассматривая различные стратегические планы разных городов, можно заметить, что они делают акценты на какие-то из частей. Ну, то есть, условно, кто-то делает акцент на экономическом положении, кто-то на каких-то других аспектах, но она вижу большое значение в том, чтобы работать именно с улучшением качества жизни для горожан. Now I would like to walk you through the strategic plan of Prague, its contents, its structure, and also the process of its creation. Although like it's this one, I think that the basic principles should be analogical everywhere when it comes to the process and so on. The strategic plan consists of 3 main documents. Each of them is like a separate book. First necessary step is the analysis, the purpose of which is to monitor and analyze all the possible areas that come into play in a city. I'm sure that you can imagine what these are. So it looks into the people, the demographics, the employment, the economy, the real estate and housing, mobility, culture and education, and all of these. It identifies the problems and
specifies what needs to be changed. Сейчас Эва нас проведет, собственно, по тому, каким образом стратегический план устроен, каким образом он реализуется. Он состоит из 3 частей. Первая часть является анализ. И, собственно, и что вы можете, в принципе, представить, из чего состоит эта часть. Это анализ, условно говоря, жилищного фонда, структуры мобильности города, его состояние культуры и образования, состояние окружающей среды, туристической сферы, общественных пространств и многих других аспектов. Now the proposal, that's the bulk of it. That's like this Bible over here. It's like the central part, and it reacts to the analytical part. And its purpose is to guide policy making and policy changes by suggesting concrete steps and actions. The proposal itself is structured along different hierarchies. This is in Czech, I'm sorry, but that's not really so important. The point is that the general idea is that it goes from the most abstract and vague, like the vision and priorities, to the more and more increasingly concrete measures, suggested project and activities. Вот, то есть, собственно, то есть это первая часть это анализ, вторая часть это предложение. И, собственно, это предложение, проектное предложение является основной частью этого талмуда, который вы здесь видите. И его целью является, собственно, направлять различные городские программы и городскую политику в направлениях, которые указаны в своем стратегическом плане. В какой-то степени предложение реагирует на те положения, основные проблемы, которые были выделены в анализе. И здесь вот представлена пирамида, скажем так, этого предложения, и оно идет от, скажем так, максимально общих, максимально каких-то размытых вещей к максимально более конкретным, то есть видение, приоритеты, какие-то стадии, стратегические цели, области действий и так далее. То есть от общего к частному, достигая самых конкретных вещей. So there are 5 priorities, like this one, like authentic city, beautiful city, social cohesion and so on, which are like 5 paradigms, and they are rather vague. They just set the future goal, the future desired state, but they don't really like say how to do it. And really the cornerstone of the proposal are these 3 books that are represent the 3 key topics, however broad, which are cohesive city that deals with the social-economic aspects of the city. The second one deals mostly with economy, and the third one, well-governed city, obviously with good governance, or how to govern the city in an open, transparent, participatory way. And these are most important because they get very specific. They design a detailed list of proposed projects and activities. Okay. Так, ну, значит, вот это приоритеты, которые были выбраны в этом предложении, но они там, можете прочитать, то есть они процветающий город, прекрасный город, гражданское общество, аутентичный город, настоящий город и социальная связанность, но они довольно размытые. Однако самой главной частью, самой содержательной частью стратегического плана являются 3 вот эти вот тома, которые здесь есть. Это социально связанный здоровый город, процветающий креативный город, хорошо управляемый город, соответственно, социально связанный касается социально-экономического профиля города, процветающий креативный город касается, в первую очередь, экономики, ну и хорошо управляемый город, это, собственно, город, который, разумеется, хорошо управляется. И здесь нужно понимать, что, собственно, эти 3 тома являются самой главной частью стратегического плана, поскольку они не только говорят о каких-то общих целях, но и доходят до конкретных программ, конкретных проектов, которые предлагаются к реализации. So, now briefly to the creation process. And the quote here says that the plan was devised with the input from city representatives, municipalities, experts, public. Well, as I said earlier, it is really important that the plan is built on consensus in order to make the plan viable, because otherwise it might not work, because also the implementation of the projects relies on cooperation of so many actors of different scales of government, but also on public and private partnerships
Make the process participatory is really a priority. Now these are only two snapshots of just first 2 years, like how the process went. We can see here that in the first year there was like so many public discussions, roundtables, conferences, how many experts were involved. In a similar manner, the year after, again, like conferences, working groups, meeting, and so on. Like a lot of organization from civil society, from experts, from private sector were involved. I know that by the end, in 2016, before the final submit, it was open on a website to comments from general public even. Ну и, в общем-то, сейчас речь пойдет о процессе создания этого стратегического плана. Здесь нужно понимать, что для того, чтобы этот план был максимально реализуем, технически возможно, нужно, чтобы в нем участвовало максимальное количество сторон. В данном случае речь о представителях городской администрации, о экспертах, о представителей бизнес-сообщества, которые должны были обязательно участвовать в стратегическом плане, в его рассмотрении. И здесь нужно понимать, что в принципе, особенно в ситуации, когда значительная часть предлагаемых реализуемых проектов является проектами так называемого частно-общественного партнерства, то есть реализуемых на стыке между государством и бизнесом. Здесь именно партиципативность процесса является абсолютно ключевым моментом для реализации этих проектов. И вот здесь есть несколько просто примеров того, какое количество различных активностей было реализовано в рамках нескольких этапов согласования, да, то есть в 2013 году 4 публичные дискуссии, 3 стола, 4 конференции, задействовано 256 экспертов в 2013 году, в 2014 году 4 сессии публичных обсуждений, 1 круглый стол, 27 рабочих встреч рабочих групп, 9 конференций. И Эва говорит, что в 2016 году, когда, собственно, план был согласован, он был открыт для публичного комментирования со стороны просто общей публики. So what we are doing right now, or what we have been doing for the past 4 or 5 months, is the actual implementation. And what we did is that we identified around, I don't know if this is the final slide, and it also for quality, but we identified like 25 priority projects, which were suggested in those like 3 books. These are also the colors. We elaborated like action plans, and we actually submitted them to City Council last Friday. We hope it will be approved, and then it will start realization in 2018. Later on, I chose like 3 different projects or areas that I will talk about a little bit more. But this is how we just divided all the projects into like 3 main priority, and the first one pretty much has to do with governance, again, so the governance is based on data, so it's coordinated. The second one is mostly about sustainable housing and like good living. Third one is about participatory urban development. Вот. Ну и здесь, собственно, на слайде вы можете видеть 25 проектов, которые были предложены к реализации вот в этих 3 книжках. Как отмечает Эва, качество слайдов не очень хорошее, поэтому не позволяет нам внимательно их посмотреть. Как вы можете посмотреть, собственно, эти 25 проектов были разделены на 3 уровня. Да? То есть первый – это принятие решений, основанное на данных и координированное управление, то есть вещи, связанные с управлением городом. Второй приоритет – это было развитие привлекательности города и устойчивый жилой фонд, да, то есть связано с, собственно, качеством жизни горожан. И третьим было кооперативное и перспективное городское развитие, то есть, собственно, речь была об участии горожан в жизни города. Вот. And last but not least, what's important with every strategic plan is the measurement and evaluation of the projects. So every strategic goal, for instance, in this case, I think I took a snapshot of community life, has its sets of indicators, which are to some degree, sometimes it's easier, sometimes it's less easy to measure it. I don't know, these ones are... Yeah, it's in Czech in the first place,
Yeah, it's for instance like increase in I know, community gardens, increase in grant municipality programs, community initiatives, and so on. So something we can monitor in time and in like few years' time see like how the development or how the project develops and if there's any progress. Вот, ну, значит, момент, который я забыл перевести с предыдущей вещи. Вот эти 25 проектов, они были представлены городской администрации в прошлую пятницу, и они были приняты, они ожидают, что в 2018 году они уже будут приняты к реализации. Значит, следующим аспектом, составной частью стратегического плана, является его важная часть, это, собственно, измерение и оценка. И здесь очень важны, разумеется, индикаторы. Увы, прочитать их сложно, потому что шрифт маленький, к тому же написано на чешском, но среди них есть такие моменты. Первое, это, конечно, не проблема. Вот. But that's the topography that is written in chunks. Yeah, this is just to illustrate that we have indicators and we measure them. Like Ну, то есть, прочитать сами индикаторы будет трудно, но то есть речь о том, чтобы, например, увеличилось количество грантовых проектов, которые поставляются для района, или увеличится количество каких-то городских садов, то есть речь о конкретных вещах, которые можно измерить, и это стали для того, чтобы демонстрировать, что эти вещи есть, и даже максимально конкретно измерить. yeah, and now we can maybe do a little tease for the presentation of my colleague. He's economist in our office, and he actually does this stuff. He tries to measure the like seemingly unmeasurable stuff, like how do you measure quality of life or something. So this is something he deals with, and he will have a presentation here too. Вот эта часть, она в какой-то степени является тизером для лекции, на которую мы вас тоже приглашаем. У нас будет выступать коллега Эва из ее проектного института Город. Он является городским экономистом, и, собственно, он пытается сделать, решить эту задачу, измерить неизмеримые вещи, такие, например, как качество жизни, так что. Well, now I would like to try to answer the central question, and it is like how can strategic planning actually contribute to like more sustainable or equitable or any positive adjective city. And I would like to do that on 3 examples of the areas that the strategic plan tackles. And for the first one, I choose the cohesive city, which is the first green book. Cohesive in this case means social cohesion. So the priority, like the most vague level, says like this kind of future vision that Prague will bring together people of all generation, nationality, social groups, will be basically very inclusive. But as you can see, this is like only the future vision. It doesn't really like says how. Do you want? Yeah. Ну и сейчас, собственно, я постараюсь ответить на центральный вопрос всего документа, именно каким образом стратегический план позволяет и пытается достигать своих целей. В данном случае первая вещь – это рассмотрение приоритета «связанный город», в данном случае речь о социальной связанности города. Здесь видите описание, которое достаточно такое размытое, то есть я могу привести, Прага будет поддерживать свою социальную связанность, был город, который вместе объединяет людей всех поколений, национальностей, социальных групп, город, который помогает старшим жителям и другим активным стиль жизни, и он достаточно доступен для того, чтобы привлекать молодых родителей, чтобы они туда переезжали и закладывали дом. То есть это достаточно размытое описание, как вы можете видеть, и, собственно, здесь пока что еще не указано, каким образом такую цель можно достичь. So when we break down like the concept of social cohesion and we get to like more like policy fields, we see some intergenerational cohesion, education, but when we get to the gist of it, we see that more and more measures have to do with housing, like reducing the number of people evicted from their homes, which is getting to be a really big problem in Prague lately. The number of people who are so indebted that they get evicted from their homes, and in general, like increasingly unaffordable housing, integrated, segregated localities is pretty much also with housing. These are like other measures, like preventing social spatially excluded neighborhoods, formerly also known as ghettos, or on the other hand, prevention of gated communities, which are like the pest of residential areas for the rich. In Czech Republic, there are not so many yet, but I heard that in Poland they have the highest share in Europe, maybe. So the point I'm trying to make, when it really comes, what cohesive or inclusive city mean, it has to do with affordable housing.
Вот, ну и, собственно, здесь пойдет речь о конкретном измерении. Если мы пытаемся разобраться в том, что такое социальная связанность, то вот есть несколько моментов, которые позволяют в какой-то степени это измерить, то есть, скажем, усиление связи между поколениями, устранение физических барьеров, инклюзивное и доступное бесплатное образование, там, уменьшение числа людей, которые выселяются из их жилья, интеграция сегрегированных частей города. То есть чем больше мы смотрим на проблему социальной связанности, тем больше мы понимаем, что это связано именно с жильем. Здесь нужно понимать, что в Праге очень большой проблемой является выселение людей. Очень много людей оказываются настолько в долгу, что их выселяют из их квартир. Кроме того, в принципе, сам по себе жилой фонд становится все больше и большей степени недоступным для горожан. Вот, то есть, по сути, если мы доходим до сути вопроса, то речь о том, что основой всего является жилье, и здесь есть несколько других целей, то есть, скажем так, каким образом можно достигнуть социально связанного города, то есть мы можем уменьшить число социального неравенства, создав инклюзивные города, да, и здесь речь о том, чтобы предотвращать возникновение социально-пространственно исключающих районов города, то есть, по сути, гетто. Речь о том, чтобы исключать создание того, что называется гейминг комьюнити, то есть такое эксклюзивное гетто для богатых. Как говорит Эва, в Праге этого не очень много, но вот, по ее словам, Польша в этом аспекте является, например, лидером в европейском масштабе. Ну и другими целями является интеграция организованных групп и доступное и социальное жилье. So housing. Now we get to why like Prague belongs definitely to this group of post-socialist cities, because what is one of the most typical features of post-socialist cities is that when it comes to housing and real estate, there is a remarkably disproportionate ratio between publicly and privately owned housing. Because in the 90s started a massive privatization of public housing. The cities quickly got rid of all their housing at very low price, and also it has to do with the mentality that everyone wants to own a house. Also the home ownership rates in these Central Eastern European countries is definitely the largest or highest in the EU. I know that I did some research in Hungary, which is one of the lowest. The public owns only around 3% of housing. In Czech, or a few years ago, it was around 10%, but it's further decreasing. Now, this becomes a big problem once the housing on free market starts to be so unaffordable, and the city has or municipalities have no available housing stock to use for purposes of social housing or affordable housing for lower income populations. There are also no housing policies, because it was for a long time believed that like housing is this individual responsibility of like everyone, and there is no need for state or city to develop its housing policies. So unless cities own some share of its residential buildings, they really cannot have any control over or change or influence these problematics. Yeah, this visualization also or diagram illustrates how much there is a housing construction from the city from 2004 to 2014. It was advised by some study that Prague should build at least 500 housing units a year, and you can see that it happened only twice, and ever since there are only few. Вот, ну и, собственно, жилье, и как только мы подходим к вопросу жилья, то мы понимаем, почему Прага является постсоциалистическим городом, и дело здесь в том, какой процент жилого фонда принадлежит государству. Дело в том, что в странах бывшего Варшавского города, в постсоветских странах, восточноевропейских странах, центральноевропейских странах процент является самым низким во всем Европейском Союзе. Я вот делал исследование этот счет, и в Венгрии этот процент находится на уровне 3, в
в Чехии 10% жилья принадлежит государству, и этот процент продолжает снижаться. И связано это со многими моментами. В частности, конечно, связано с тем, что, с ментальностью, с тем, что в постсоветских, постсоциалистических городах их жители очень хотели обладать собственной квартирой. С другой стороны, это связано с менталитетом, собственно, с менталитетом на уровне государства, а именно с взглядом на то, что, скажем так, не нужно иметь какую-то программу в отношении жилья, по той причине, что это является индивидуальной обязанностью каждого, и каждый должен сам заниматься обеспечением, скажем так, своего крыши над головой. Да? То есть можно сказать, что характерно, что постсоциалистический город является очень низкое число жилья, находящегося в собственности государства, в частности, города, отсутствие каких-то жилищных программ, отсутствие в строгом смысле социального жилья и жилья, принадлежащего государству. То есть речь о том, что в этих странах, в этих городах весь жилой фонд, который был принадлежал государству, был распродан по низким ценам. Вот, и в результате ситуация такова, что как только, когда у государства города больше нет в руках никакого жилого фонда, то он никаким образом не может участвовать в, собственно, нет рычага, да, которым он может пользоваться. И вот здесь на графике представлено минимальное число жилых единиц, которые должны были быть строиться в Праге, для того, чтобы можно было каким-то образом, для того, чтобы жилье было, можно было его использовать как социальную программу, да, чтобы это не было просто рыночным феноменом, для того, чтобы каким-то образом не просто как бы это было, вы понимаете, в чем суть, да? То есть как только у государства, публичной администрации нет возможности играть на рынке недвижимости, то его оттуда нет, и все, что там происходит, является только правилами конкуренции, но в итоге, скажем так, то, что мы наблюдаем в европейских городах, это то, что рынок недвижимости производит максимально недоступное дорогое жилье, да, бедным жить просто оказывается негде. И вот здесь на графике показано, что в Праге должны были строить не менее 500 единиц жилья, жилых единиц каждый год для того, чтобы поддерживать, скажем так, стоимость недвижимости на нормальном уровне, но в действительности выполнялось только 2 года из тех, что были измерены, и чем дальше мы идем, тем меньше жилого фонда строится. Now, what the strategic plan proposes to the measures to sort of improve the situation is first and foremost, as I already kind of maybe was evident from what I said, for the city to take proactive housing policy. City should invest into new development and renovations, like at first place should stop privatizing their stuff, but also try to rebuy landed housing units to make available for some sort of affordable housing purposes. What is really important, and like many cities in the past made this mistake, that social housing should be spread evenly throughout the city, and it shouldn't just be like few blocks or few buildings at the edge, because you just create another excluded ghetto locality. And the other important line is that the city should develop a social housing concept or strategy. What we propose are, for instance, the startup programs for young families, the same for the elderly people who are really in very dire situation with their low income. Testing also housing first approach. I'm sure you heard about it. Housing first approach is a approach to solving homelessness. It's very much popular, for instance, in Netherlands. It's the idea that instead of pushing homeless people or people in housing poverty to work first, but how can you really find a work if you have no place to shower or to sleep or you don't have an ID? So to reverse it vice versa and provide housing first to people without homes. Also housing without barriers for disabled people. Теперь, собственно, к конкретным мерам, которые предлагаются в рамках стратегического плана, чтобы решить обозначенные проблемы. То есть, в первую очередь, город должен обладать проактивной политикой в отношении жилья.
да, то есть он должен инвестировать в новое строительство и инновации. Муниципалитет должен прекратить приватизировать свой жилой фонд и должен максимальным образом использовать тот жилой фонд, который у них есть, то есть сократить число пустующих квартир. Город и муниципалитеты прилегающие должны выкупать жилье и землю и жилые единицы для того, чтобы реализовать цель доступного жилья. И главный момент, нужно избегать той ошибки, которую совершили многие города, именно сосредоточение социального жилья в какой-то одной части города, это приводит к гетtoизации, поэтому социальное жилье должно быть равномерно распространено по всем частям города. Да. Следующим важным пунктом то, что город должен разработать ясную стратегию в отношении решения жилищных проблем в целом и социального жилья в частности. Да, в частности, решения, которые предлагаются, это программы стартапов в области жилья для молодых семей, это программы для обеспечения доступного жилья пенсионеров в чьей ситуации особенного отчаяния. И потом это предложение по тестированию подхода жилья в первую очередь, который вы, возможно, слышали, это подход, который распространен в Голландии. Его суть заключается в том, что это подход, который применяется в борьбе с бездомностью. То есть очень часто в программах, которые пытаются решить проблему людей, пытаются заставить в первую очередь пройти себе какую-то работу, хотя понятно, что если каким образом ты можешь устроиться на работу, если у тебя нет твоего дома, куда ты можешь прийти, там, не знаю, принять душ, да, то есть суть программы жилье в первую очередь заключается в том, чтобы сначала быть бездомным дома, потом уже ожидать, что ему устроиться на работу. Вот, ну и наконец последний из решений, из предложений, которое обозначено в стратегическом плане, является создание безбарьерного жилья, внутри речь о стратегической мобильности, то есть нашего общества. So the other area where I want to illustrate the measures is the third blue book called Well-Governed City. Its all principle is kind of to shift the way of doing things from the notion of government, which is this notion of like top-down decision making, from this like assumingly all-knowing entity that has all the information and knows everything and just plans everything from the top, shift to the concept of governance, which is described as this more like collaborative approach to governing, where there is a collaboration of public-private academic, also that's very important, sometimes they are very much isolated, and civic sector. So these are actually 3 projects that are in the implementation plan, and I actually coordinated these ones from this area. The first one. Maybe I should. Ну и, наконец, следующую цель, которую я показывал вот в синей книжке из этих 3, которые стоят на столе, это хорошо управляемый город, каким образом мы можем достичь хорошо управляемого города. Здесь речь о какой-то степени понятийной смене, да, то есть речь о том, что у нас есть government, то есть, условно говоря, правление, акцент на том, что решения принимаются в иерархическом порядке, то есть принимаются снизу сверху вниз, да, то есть у нас есть какое-то вот это вот тело, государство, которое, соответственно, обладает какими-то компетенциями и волей и правом принимать решения, да, то есть сместить акцент с этого способа управления городом на более инклюзивный, более соуправляющий принцип, да, когда мы все вместе участвуем в принятии решений, касающихся нас всех, да, то есть в данном случае речь о том, что у нас должно наблюдаться сотрудничество публичных, приватных, академических и гражданских секторов общества, координация и горизонтальное управление крупномасштабных городских проектов, речь должна идти об обмене данных и, разумеется, о партиципативном планировании. Вот. И, собственно, вот один из этих 3, в эти 3 проекта были последними, которые были приняты, в одном из них, а именно в проекте, касающемся хорошего управления города, участвовала Эва Эшнерова, например, сейчас. So the first one tries to kind of raise the capacity of the city to manage projects that are the big city projects that include, this is the second
bottom line, coordination and horizontal management of big city projects that are more complicated, that involve a lot of actors on multiple levels. Because, and this is not really well handled in Prague, yeah? So there is a lot of city organizations that administer or manage different parts, and they tend not to communicate or cooperate with each other when they do projects. So this is a visualization done by the institute in order to communicate it to public, how complicated it gets when these are logos of different city organizations like transportation agency, technical agency, energy, waste management, green administration, and all this. And once you want to renovate a street, you really need to coordinate a lot of actors which often don't talk to each other. So our purpose of this project is to create a project management unit at the City Hall, which would horizontally coordinate all these different institutions in one project. This is related to it because also all of these city, like big data are a hot topic everywhere right now, and also in urban planning. Each of these institutions have so much data and they sit on it, and it's quite absurd that they don't share them often even with other city institutions. So we as Institute of Planning and Development, when we want some data from, for instance, transportation agency, it's very hard to get them. So the goal here is to, even though we are both like city public organizations, so the goal of the data platform, which will 99% happen, like this is kind of already approved, is to create this integrated system of a sharing of data which will be accessible to all city institutions, so they can they can make better informed decisions based on data, which is called this data-driven decision making. And also some share of the data should be open to public, for instance, for startups to develop solutions on their own and so on. So also opening of the data is a big part of it. Вот. Ну и, собственно, да, хорошее управление. В данном случае речь о том, чтобы создать, вот здесь на примере вот этого вот разреза улицы видно, что суть проекта заключается в том, чтобы дать возможность городу более успешно реализовать какие-то крупные проекты, в которых участвуют различные отраслевые подразделения, как принадлежащие городу, так и нет. То есть здесь вот на разрезе улицы показано, насколько сложным может быть любой, кажущийся, может быть, банальный проект реконструкции улиц. Вот здесь стрелками показаны различные элементы городского профиля, к ним тянутся, собственно, разные логотипы различных городских агентств, которые занимаются, скажем так, утилизацией отходов, предоставлением энергии, планированием транспорта, уходом за улицами и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень большое количество различных агентств, которые на самом деле очень плохо общаются между собой, несмотря даже на то, что все эти агентства являются государственными, городскими агентствами, они, тем не менее, в достаточно низкой степени между собой сотрудничают и общаются. И, собственно, предложение в стратегическом плане было создание какого-то органа, который будет позволять этим агентствам горизонтальным образом, то есть не иерархическим образом, между собой сотрудничать для проведения и реализации таких проектов, начиная от уровня условной реконструкции улицы или чего-то гораздо более крупного и гораздо более сложного. Это первый момент. Второй момент заключается, конечно, в обмене данными. Как понимаете, big data, большие данные, это является очень горячей темой сейчас. И, разумеется, как строители и их отдел стратегического планирования этой темой тоже интересуются. И проблема заключается в том, что даже обмен данными между различными подразделениями городской администрации, этот обмен данными находится на достаточно низком уровне. То есть даже среди условно структурных подразделений муниципалитета этот обмен идет довольно плохо, говоря уже о том, чтобы каким-то образом давать данные публике. И, собственно, сутью проекта является разработка вот такой вот программы
обмен данными, который должен происходить между различными структурными подразделениями, и в том числе часть этих данных должна выходить на улицу, быть доступной широкой общественности, например, для стартапов, которые могут самостоятельно использовать эти данные для того, чтобы разрабатывать какие-то решения городских проблем. And the last project from this area I want to talk about is participation. I understand that like many of you are kind of interested in this. It was also sort of a subtopic of the forum. So like participation and planning started in Prague like few years back already, quite organically. By organically I mean like from bottom up, from like the citizens themselves. It has to do with like revival of Czech civil society. It gets more and more active every year, and as opposed to like the passive society of the last decades, because like the older generation like were not really interested in anything organized or community related, because they were for a long time kind of forced into organized stuff like parades and so on. So there was a huge aversion towards that. But this new generation is taking really like very active approach. Like there are many like beautifully positive initiatives. And they increasingly demand to have a say and to have a voice when planning their city. But the problem is what we can do in this sphere from the position of a city, because the participation always takes place on the local level, on municipalities, or when a developer decides to use participatory methods. So we cannot really impose like everything must be done with participation of public. But from our position, we also have Department of Participation. We can, this is just a nice illustration from the institute. We can kind of cultivate the practice. We can, and we do help methodologically, do a lot of education for municipalities. We educate these so-called, this is the project, local coordinators who work on the level of neighborhoods and municipalities, and we can also show what are the actual benefits of participation. Besides like that the citizens bring like very valuable local information, they have, once they are involved in the decision-making process, they have this increased sense of legitimacy and ownership, so the implementation is also much smoother than as opposed to when something is just unconsulted, top-down, implemented, then there will be protests, obviously. So this also increases the chance of everything going smoothly. Вот, и наконец-то I'm sorry, I just like to... Ну и последним проектом, который сейчас будет речь, будет партиципация. Как говорит Эва, наверное, многие здесь сидящие этой темой интересуются. И, наконец, это была одной из тем, собственно, самого урбанистического форума. И Эва говорит о том, что в Праге, в принципе, партиципативное проектирование и различные партиципативные проекты достаточно ограниченным образом возникли, впервые появились несколько лет назад. Под ограниченным я подразумеваю то, что это было закономерным результатом и эффектом возрождения и развития чешского гражданского общества, потому что сейчас появилось новое поколение, которое охотно увлекается в такого рода проекты. Здесь нужно понимать, что, конечно, поколение старше участвует не очень охотно, и оно связано с тем, что до этого в течение десятилетий этим людям навязывали участие в различного рода общественных